Начинаем наше погружение. Сегодня у нас такой интересный материал — описание игрушечного автобуса ЗИС-155. Советская эпоха. Угу. Источник — это, собственно, текстовое описание самого этого коллекционного предмета. Да. И наша задача, я думаю, разобраться, почему вот эта, казалось бы, простая игрушка из металла, она сегодня вызывает интерес. Что в ней такого? Да, отличный пример. Как вещь из детства, такая обыденная, может стать окном в историю. Вот источник указывает. Сделано где-то в 50-х, может, 60-х годах. Да. И сразу, конечно, бросается в глаза. Состояние. Вот в тексте пишут «ржавчина есть», «патина какая-то». Обычно же это минус, для старой вещи. А вот тут нет. Описание как раз подчеркивает, что это плюс. Любопытно. Почему? Именно. Вот эти следы, ржавчина, патина, то есть потемнение металла от времени, это как раз маркеры подлинности. Понятно. Они как бы говорят: я настоящий, я старый. Это значит не новодел, не копия современная. Вещь с историей. И для коллекционеров это, очень важно. Это как паспорт. Понятно. То есть такие благородные следы времени. Но ведь ценность не только в том, что он старый. Конечно, нет. И вот что особенно интересно, и источник это отмечает, прямая связь игрушки с реальностью. С реальностью. Да. ЗИС-155 — это ведь не просто какая-то фантазия, это модель настоящего автобуса. Того самого, который есть им. Именно. Который массово ходил по улицам советских городов. Вот представьте, ребенок играет с маленькой копией того, что он каждый день видит из окна, или на чем едет в детский сад. Да уж, забавно. Катает по ковру, а за окном такой же, только большой настоящий. Это совсем другое ощущение от игры, наверное. Точно. А как их делали? Было что-то особенное в производстве? В описании сказано: штампованная листовая сталь. Штамповка. Это как? Это значит, брали тонкий лист металла и прессом выдавливали, вырезали детали. Технология, в общем-то, простая. И надежная. И, главное, дешевая для массового производства. Это было важно тогда — дать детям игрушки. Много игрушек. Доступных. Да, доступных. Пусть не супер детализированных, как литые модельки, например. Зато их можно было сделать очень много. Получается, сам материал и вот этот способ штамповка — это тоже часть истории. Не просто техническая деталь. Именно так. Штамповка из стали — это прямо отражение вот того промышленного подхода 50-х, 60-х. Игрушка становится такой микроисторией. Она говорит не только о самом автобусе ЗИС-155, но и о технологиях, о материалах, может, даже о том, как тогда смотрели на мир детства, через такие вот реалистичные взрослые предметы. Так, значит, подводя итог. Это старая, может, немного ржавая игрушка. Она гораздо больше, чем просто игрушка. В тексте ее прямо называют исторический артефакт. Артефакт. Да, это как капсула времени, образец дизайна, свидетельство технологий, отражение быта. Элемент материальной культуры эпохи. Поэтому она интересна не только тем, кто собирает игрушки, но и тем, кто историей СССР интересуется, бытом. Она может много рассказать. Понятно. То есть ключевой вывод такой. Ценность этого автобуса, она не в самом металле, а вот в этих слоях истории, которые он в себе несет. История технологий, быта, связи игры и взрослой реальности. В конкретное время. Совершенно верно. И это, кстати, подводит нас к такому, интересному вопросу на подумать. А вот какие из современных предметов, тех, что нас окружают сейчас, я не знаю, смартфоны, упаковка какая-нибудь, дешевые пластиковые игрушки, одежда из масс-маркета, какие из них вот так же превратятся в артефакты через, скажем, 50-70 лет? Что они смогут рассказать о нас, о нашем времени, будущим историкам или коллекционерам?